Зеленое карри с мясом. Сегодня готовим блюдо тайской кухни, а именно из тайской зеленой пасты карри. Она бывает еще желтая и красная. Такую пасту можно не только купить в магазине, но и приготовить дома самим. Вот посмотреть, какая она по текстуре и цвет. Она может быть либо более ярко-зеленая, либо менее. Также нам потребуется кокосовое молоко, которое, я думаю, в принципе сейчас можно купить практически везде. Итак, сначала мы нарежем овощи. Нам потребуется один средний баклажан и один красный перец чили. Также в это блюдо можно добавлять грибы, но еще иногда другой набор овощей. Итак, мы начинаем с кабачка. Нарезаем его кусочками шириной в 1 сантиметр. Вообще куски, которыми мы нарезаем овощи, они должны быть приблизительно равны тому, как мы будем нарезать мясо. И красный перец чили мы нарезаем тонкими кольцами. Теперь мясо. Я использую свинину. Чаще всего для этого блюда используют курицу, но и говядину тоже можно. То есть любое мясо, какое вам нравится. От 200 до 300 грамм на 2 порции. Я даю все ингредиенты, привожу в пропорциях именно на 2 порции на 2 человек. Нарезаем куски мяса такого же размера, как мы нарезали овощи. Далее, на сковороду мы выливаем кокосовое молоко 200 мл. Вот у меня оно стояло в холодильнике и, как видите, вот немножко загустело, но это не страшно. Мы его выкладываем на сковороду и либо же какую-то небольшую глубокую кастрюльку и готовим на тихом огне. Готовим мы до некоторого загустения массы. Вот обратите внимание, масса загустела и стала похожа чем-то по консистенции на сгущенку. Тогда, когда это произойдет, мы закладываем в кокосовое молоко тайскую зеленую пасту карри в объеме 2 столовых ложек и размешиваем пасту и готовим на тихом огне до явного ощущения ее аромата. Затем можно закладывать мясо, которое мы выбрали, свинину, курицу или говядину. Мы перемешиваем мясо с пастой и добавляем либо мясной бульон того мяса, которое мы используем, или же воду в объеме 100 мл. Мы перемешиваем все, размешивая пасту и готовим около 10 минут на среднем огне до мягкости мяса. То есть вы понимаете, что время может быть разное, главное, чтобы мясо у нас стало мягким. И тогда можно закладывать овощи. Закладываем баклажан, и в это же самое время закладываются листья лайма, несколько штук, если, конечно же, они есть, если вы смогли их приобрести. И затем, все перемешав, мы закладываем пальмовый сахар, или же коричневый сахар, или обычный белый сахар. И также добавляем рыбный соус в объеме 1 столовой ложки. Все это мы с вами перемешиваем и готовим на среднем огне до мягкости баклажанов. Как только баклажаны размякли, мы закладываем красные чили. И в этот же момент закладываются листья базилика, несколько штук, если вы смогли их приобрести. И дальше мы готовим еще 1-2 минуты, и все, блюдо, собственно говоря, готово. Можно подавать его к столу. Когда подаете, можно еще раз сверху посыпать нарезанными кольцами красным перцем чили и положить еще несколько свежих листьев базилика для красоты. Это блюдо, оно бывает разное по густоте, кому как больше нравится, либо пожиже, либо погуще. Если вы вообще любите карри, то это блюдо вам стоит попробовать, и оно, безусловно, понравится. Оно немного соленоватое и островатое. Вот, так что регулируйте специи по вкусу. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного вам аппетита и до новых встреч в новых рецептах.